Всем привет! В этом видео я покажу вам ферму Wither скелетов, которую можно делать без использования Wither ROS и без Spawnproof. Она вырабатывает 120-150 голов Wither скелетов в час. Погнали! Для начала вам нужно найти крепость в аду, которая находится в биоме Soul Sand Valley, то есть в том биоме, в котором очень много пескодуш. Также ферма должна располагаться минимум в 100 блоках от других биомов. Для начала вам нужно найти самую высокую точку фермы. В моем случае самая высокая точка фермы это вот это. Запоминаем ее. Кстати говоря, вот эти вот заборчики не считаются. Вообще ферма не обязательно должна соприкасаться с самой крепостью, но она должна находиться в так называемый bounding box. Грубо говоря, это невидимый параллелепипед, в котором исполнится та или иная структура. Как раз таки наша ферма не должна выходить за край этого самого bounding бокса. Чуть-чуть отошли от темы. Чтобы построить эту ферму, вам понадобятся вот эти вот ресурсы. Также советую запастись зельями огнеупорности, они помогут нам позже. Сначала вам нужно найти перекрестие 4 чанков. Нажимаем F3 плюс G и строимся до перекрестия. Отлично. Теперь мы поднимаемся вверх с помощью вспомогательных блоков. Далее мы ставим сундук на один блок ниже той высоты, которую мы записали ранее. Теперь ставим еще 3 сундука в 3 других чанках. Затем мы строим по 14 блоков в каждую сторону. Длина каждой платформы должна быть на один блок, не дотягивать до конца чанка, как на видео. Делаем так со всех сторон. По итогу должен получиться вот такой вот квадрат, который мы заполняем. Финальная платформа должна получиться 30 на 30. Освещаем платформу. Далее идем в угол и ставим тут ограду. Через 2 блока ставим еще одну. Повторяем, пока мы не дойдем до конца платформы. В конце платформы все должно совпадать с видео. Заставляем платформу оградами. Далее ставим по яйцу черепахи на каждую ограду, которая находится в углу платформы. Затем идем в центр платформы и ищем сторону South. Далее мы заставляем вокруг сундуков, как на видео. Сторона South должна быть открытой. Затем мы ставим железные прутья, как на видео. Далее спавним железного голема и толкаем его в коробку, используя поводок. Когда он внутри, закрываем последнюю сторону. Затем ставим на этой же стене 4 обсидиана и окружаем коробку оградами. Наверх оград ставим полублоки, однако не ставим их в углах ограды. Далее ставим перед обсидианом 4 ступеньки. Затем окружаем голема повторителями и ставим поверх повторителей полублоки. Далее тут мы ставим полублок и формируем портал 4 на 3, как на видео. Сверху мы также не забываем поставить полублоки. Затем заходим в портал и записываем координаты. Поджигаем портал, но не заходим в него. Теперь нужно подняться за бедрок. Прокапываемся к бедроку и с помощью вот этого характеристики target блок ищем блок на 126 или на 127 высоте. Далее ставим лестницу, берем в руки эндерперл, целимся сюда, нажимаем одновременно вперед и пробел и кидаем эндерперл. Теперь мы идем на те самые координаты, которые мы только что записали. На месте мы поднимаемся временными блоками. Поднимаемся, пока мы не достигнем уровня, который будет равен высоте портала плюс 125 блоков. В моем случае это вот эта вот высота. На этой высоте мы ставим стекло и находим пересечение чанка, там где находится наш голем. Именно тут и будет располагаться наша платформа для АФК. Ставим на пересечении 4 блока и расширяем платформу до размеров 6 на 6. Далее над тем местом, где мы поднимались временными блоками, поднимаемся еще на 4 блока вверх. Затем добавляем еще 2 блока в сторону центра и строим тут портал. Также закрываем сверху полублоками. Спускаемся и ставим стекло, используя временный блок.
Далее ставим 2 полублока и сверху еще 2 стекла, а под ним 2 люка. Затем ставим 3 лестницы и ставим еще 2 стекла и простраиваемся на 18 метров в противоположном от фермы направлении. Тут мы ставим еще одно стекло и строим портал. Также не забудьте поставить над порталом полублок. Сзади портала мы ставим стекло. Поджигаем этот портал и идем к первому порталу. Тут мы записываем координаты и ставим дверь вместе с оградой. Поджигаем портал и телепортируемся. Тут мы ломаем портал и умножаем те координаты, которые мы только что записали, на 8 и идем на те координаты. На месте мы поднимаемся на ту же высоту, которую мы только что записали, но внимание, на один блок ниже. На этой высоте мы нажимаем F3, строим 10 блоков по направлению South. Тут мы строим портал 3 на 3. Застраиваем заднюю стенку портала 2 строительными блоками и ограду и формируем мост шириной 4 блока. Затем на том месте, где мы строились вверх временными блоками, строим портал 3 на 3, но на 1 блок выше. Далее мы застраиваем ряд строительными блоками на высоте 2 блоков. Добавляем сюда полублоки и поджигаем портал. Идем к другому порталу и ставим тут 3 паутинки. И также поджигаем портал и телепортируемся. По итогу мы должны оказаться вот в этом портале. Далее мы спускаемся к нашей платформе внизу. Затем мы убираем все зеркала на платформе и вуаля, ферма готова. Поднимаемся к нашей летающей платформе и ждем около 5 минут. Прежде чем визор скелета начнут прыгать из этого портала, они сначала должны накопиться в обычном мире. Если ферма перестала выдавать нам визор скелетов, то нужно просто прыгнуть, и тогда все мобы снизу просто заинспавнятся. Но не прыгайте слишком часто, иначе визор скелета не будет прыгать в нижний портал. В час ферма вырабатывает 130 кг визор скелета, также она вырабатывает более 93 стаков костей и более 56 стаков угля. Вот такая вот божественная ферма. Если ты хочешь увидеть больше ферм, то обязательно пиши в комментариях или под постом во вкладке сообщества. Также распространяй это видео, если хочешь поделиться им со своими друзьями. Спасибо за просмотр. Пока.